уважаемые коллеги! Сегодня мы будем проводить тесты по взвешиванию и расчету в программе TruckLoader компании Baltica. В этом ролике мы покажем вам, как правильно измерять машины, как взвешивать, как рассчитывать погрузку и контролировать укладку грузов на складе. И, само собой, сравним то, что посчитала нам программа, и то, что показали весы. Все, приглашаю вас в компанию Baltica. Итак, какая информация нам нужна для тестирования? Вот интерфейс программы TruckLoader. Здесь мы видим, что для расчета погрузки нам необходимы параметры транспортного средства, вот оно, и параметры грузов, которые в него будут погружены. Вот они. Что касается транспортного средства, вот эти параметры. Во-первых, это линейные размеры, колесные базы, местонахождение сцепки, длина кузова. И что касается весовых характеристик, это ограничения, вот они красным, и начальные нагрузки на ось. Все это мы сейчас померяем и занесем в программу. Автомобиль проезжает по весам равномерно с медленной скоростью. Данные фиксируются на компьютере. Все, взвешивание проведено. Для оценки погрешности весов повторим взвешивание при проезде автомобиля в противоположную сторону. Сравнивая показания весов, видим расхождение более 10%, особенно по второй оси. Следующим этапом нам надо измерить расстояние в машине, где находится сцепка, каково расстояние между осями, чем мы сейчас и займемся. Значит, при измерении автомобиля, если делать это для тестов, надо обратить внимание на следующие вещи. Во-первых, что является торцом. То есть меряем мы расстояние от торца не отсюда, а вот примерно отсюда, где начинается установка грузов внутри кузова. То есть примерно вот столько отступаем и меряем расстояние до сцепки. Вот у нас сцепка. Вот. То есть вот. Обычно это расстояние 1,5 метра, и в наших усредненных автомобилях это именно так, 1555 миллиметров. И здесь у нас как раз и получается 1,5 метра, мы это подтверждаем. Следующее расстояние идет от сцепки до середины второй тележки. В данном случае у нас вторая тележка представлена одной осью двухскатной. Поэтому мы берем середину колеса. Это расстояние у нас 600 миллиметров. Расстояние от первой тележки до второй тележки. И последнее расстояние от сцепки до середины третьей тележки. Значит, третья тележка у нас представлена тремя односкатными осями. Поэтому ее середина в данном случае проходит через центр второго колеса. Вот здесь. Вот расстояние отсюда до сцепки вводится в нашу программу. Вот так нам приходится измерять массу товара. Доверие есть. Ставим 2. Да, один в один. Все. На палете сколько? На палете 48. Снова обратимся к нашему проекту погрузки. Мы внесли данные по транспорту, при этом были взяты максимальные начальные нагрузки на оси. Напомним, что на второй оси был получен существенный разброс этих значений. В одном случае 3200, в другом случае 3800. Мы взяли из них максимальное, чтобы не допустить перегруза на оси уже груженного автомобиля. Также мы занесли данные по 3 видам грузов, которые будут погружены в наш автомобиль. Это бутылки. Вот параметры представлены. Стандартные европалеты. Массу мы рассчитали. Им заданы свойства не поворачивать, не переворачивать. Также еще 2 типа занесены помимо бутылок. Это банки и ПЭТ. Все они имеют одинаковые размеры, но разную массу. Теперь приступим к погрузке. Обратим внимание, что в этом грузовике можно ввести 24 тонны. Нажимаем расчет. Когда вот эти два значения сравняются, это значит баланс достигнут. Можно нажимать стоп.
Мы видим, что оптимальная точка расположения центра тяжести достигнута. Смотрим на нашу погрузку. Теперь распечатаем отчет для склада, по которому мы будем совершать погрузку. Задача сравнить вот это расстояние, которое было в схеме и которое в итоге у нас получилось. Мы видим, что у нас вот здесь примерно оно совпадает, но должно быть чуть побольше, а вот здесь оно вылезло вообще. Вот. То есть на третью тележку у нас сейчас будет нагрузка больше, чем рассчитано в программе. То есть не 2500, а там 21 с лишней тонны. Поэтому при погрузке по схеме желательно грузить максимально плотно и учитывать вот это вот свисание груза с палеты. Погруженный автомобиль также взвесен в двух направлениях. Ну, как там? Если назад, сейчас идем. Это видно, все, уехал. Вот у полного у него более-менее А, одинаково. ты нужно смонтировать, не нужен он нам. Тоже 20. Теперь обратимся к сравнению результатов. Справа представлена скорректированная схема. Так как мы увидели свисание грузов, ширина палеты PET была изменена на 3 см. Мы видим, что зона у дверей теперь полностью совпадает с тем, что мы видели при погрузке. В таблицу занесены два измерения нагрузок на оси на весах при въезде и выезде автомобиля и значения, рассчитанные в программе. Разница по второй оси объясняется тем, что при задании начальных нагрузок мы выбрали максимальное число, которое как раз и было больше на 600 кг. В целом мы считаем данный тест успешным. Это было первое тестирование, которое мы делали на этой площадке. В дальнейшем результаты были закреплены на втором автомобиле. И получено аналогичное хорошее соответствие показателей. Спасибо за внимание.